Берестяные грамоты или письма на коре бересты XI-XV веков – неоспоримое свидетельство письменности Древней Руси. С появлением бумаги от широкого использования бересты или бересты отказались. В XX веке появился новый формат – лагерные берестяные открытки из ГУЛАГа, а во время Второй мировой войны некоторые партизанские газеты или листовки писались на бересте. Таким образом, береста фиксирует важные жизненные этапы, переломные моменты и всегда подчеркивает суть, главное. В Мелехове Антон Павлович Чехов провел 7 лет своей жизни. В своем подмосковном имении, которое сам Чехов называл герцогством и благоприобретенной Австралией, он творил, общался с родителями, братьями, сестрой, а также принимал гостей. Когда Антон Павлович приехал в Мелехово, то, конечно, здесь все было новое, все было необычное. И аллеи липовые. И Чехов так радуется, что уже травка зеленая показалась, и сообщает об этом в письмах своим знакомым. И, конечно, приглашает без конца в Мелехово. Ведь тут еще радость от того, что наконец-то он имеет свой собственный дом, куда он может пригласить гостей, где будет уютно родителям, где можно возиться в саду. Ведь, наверное, нет таких писем у Чехова, даже деловых, в которых не было строчек, касающихся того, чем Чеховы сейчас занимаются на своей усадьбе. Напротив главного дома у Чеховых располагался небольшой огород, который Чеховы в шутку называли «уголком Франции». Такое необычное название Антон Павлович дал огороду потому, что там росли очень экзотические для данной местности овощи. Например, у Чеховых росли артишоки, их большие, чем-то похожие на астры. Бутоны удивляли местных жителей. А вот то, что посадил столько-то кустов вишни, столько-то кустов сирени, об этом сообщается всем знакомым. Вишен у нас так много, что не знаем, куда девать. Никогда еще я не был так богат. Я стою под деревом и ем вишни, и мне странно, что меня никто не гонит по шее. Бывало, в детстве мне каждый день драли уши за ягоды. Конечно, очень любил розы, считает, что это любимые цветы. И, вы знаете, он страшно беспокоился, как будут розы без него подрезать. Вот он не может в данный момент приехать в Мелехово. До моего приезда не обрезывайте роз. Отрежьте лишь те стебли, которые сгнили зимой или очень больны. Но осторожно обрезывайте, имея в виду, что больные стебли иногда выздоравливают. В Мелехове любили пить чай и особенно кофе. Сладости и кондитерские изделия покупали в Москве. Обязательно, чтобы это была хорошая булочная Филиппова, чтобы это была фабрика Абрикосова, где он покупал помадку, а шоколад он заказывал только у ЭНМ. В господской кухне хозяйничала кухарка Мария Дормидонтовна, и девушки из соседних деревень ей помогали. Они использовали предметы обихода того времени, в том числе короба, севалки, лукошки из бересты. Для музейной экспозиции их собирали по домам у местных крестьян, которые были практически современниками Антона Павловича. Приобрел мелеховское имение Антон Павлович у театрального художника Сарахтина. Местность была равнинной, с большими воздушными открытыми пространствами. Здесь, в Мелехове, по словам писателей, ему стало горизонт видно. Весной действительно воздух необычный. Павел Егорович вдыхал этот воздух, когда путешествовал к Мелеховской церкви, когда ходил таким хозяйским взглядом, оглядывал, что же делают рабочие в саду. И в конце концов в дневнике пишет «Благорастворение воздухов». И есть замечательная переписка между братьями Антоном и Александром, в которой это самое благорастворение воздухов описывается чаще других. Антон Павлович очень любил среднерусскую природу, а среднерусская природа – это прежде всего, конечно, эти лиственные деревья, это липы, это дубы, и, конечно, березы. Будучи, находясь в Крыму, Чехов писал однажды в одном из своих писем: Тепло, светло, деревья распускаются, море смотрит по-летнему, девицы жаждут чувств, но север все-таки лучше русского юга, по крайней мере, весною. У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее. Здесь же она ни то ни сё, точно хорошие, звучные, но холодные стихи. Уже и поселившись в Крыму, и насаживая там свой новый
чеховский сад. Среди других самых экзотических растений Чехов посадил березу. Он выписал ее специально из Одессы в память вот об этой среднерусской природе, которая была ему очень дорога. Та березка, к сожалению, она не прижилась и погибла еще при Чехове, поскольку сухой, жаркий крымский климат не подходит для этих растений. Но в память об этом вот наши коллеги, крымские музейщики, все равно продолжают методично подсаживать эту молодую березку на то место, где она когда-то росла у Чеховых, вот как бы отдавая дань вот этой любви писателя к русской природе. Хранить не только чеховские реликвии, само чеховское место, чеховскую атмосферу, чеховское слово – главная задача Мелиховского музея-заповедника. Для нас это был очень такой интересный, любопытный эксперимент. Этот проект, он дает такую возможность, то есть не просто сохранить на вековом материале, но и донести чеховское слово людям, сделать чеховское слово частью их повседневной жизни, чтобы каждый, вот просыпаясь утром, наливая себе чашку кофе или кружку чая, читал чеховские послания в будущее, да, и заряжался настроением, какими-то мыслями, погружался в такую позитивную атмосферу. Вот. И для меня, допустим, сейчас любимая цитата – это слова, которые мы взяли из дарственной надписи Антона Павловича к Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник, тюльпану моей души, гиацинту сердца моего. Я каждый день пью из нее чай и кофе, и мне очень приятно брать ее с утра в руки и читать послание Антона Павловича, которое, как мне кажется, предназначено теперь мне. Современные поколения живут в мире смс-ок и мессенджеров. Их переписка кратка и диалогообразна. Напоминает берестяные письма, которые были предельно краткими по своей сути, ведь написать надо было только то, что не знает адресат. Как много пожеланий есть в таких письмах. В этих письмах Чехов постоянно своим корреспондентам что-то желал. Часть вот цитат, которые мы отобрали, это как раз пожелания. Будьте здоровы, Богом хранимы, будьте здоровы, веселы, живите с аппетитом. Мы сделали акцент на цитатах как раз из писем писателя, потому что чеховские письма, они по праву считаются вторым собранием чеховских сочинений. Они прекрасны, читайте эти письма, многое для себя откроете. В том, как Чехов вел свои творческие записные книжки, свое писательское хозяйство, есть, по словам Зиновия Поперного, что-то земледельческое, мелеховское, садоводческое. Нет ни лихорадочных записей, ни записей, сделанных на случайно открытых страницах. Строки, написанные черными чернилами, ложились одна к одной, как грядки. Каждая запись была на учете. Использованные аккуратно вычеркивались, неиспользованные обводились чернилами, переносились в специальную оставшуюся незавершенной книжку. Такой свод неосуществленных замыслов, многие из которых останутся для нас навсегда загадкой, горстка зерен, которым не суждено было прорасти. И вот среди этих записей есть очень любопытное ощущение, что это какой-то сюжет или начало еще не созданной пьесы, будущей пьесы Чехова. Разговор о Земле на другой планете через 1000 лет. Помнишь ли ты то белое дерево? И мы понимаем, что, конечно же, то белое дерево – это русская береза.